Эх, до чего же хорошо спится на свежем воздухе. Так бы и лежал без конца с закрытыми глазами. Если бы еще никто за ноги не дергал. Именно таким непочтительным образом был прерван сладкий утренний сон Родиона Васькина. Студента-второкурсника сессия летняя сдана, значит, второкурсник уже, 19 лет от роду, закатившегося на природу в компании закадычного дружбана, понаслаждаться жизнью. Программа добросовестно выполнялась. Даже во сне Родька помнил, что вчера они не только ухайдакали бутылку водки, но и хорошо шлифанули ее пивком. Но какого нехорошего. Сдурел Кирюха. В такую рань будить. Родька брыкнул наугад ногой и кое-как сообщил приятелю, что думает о таких побудках. 0 эффекта. Его снова потянули за ногу. Родька брыкнулся посильнее, повернулся на спину и попытался открыть глаза, чтобы прямо глянуть в наглую физию этому будильнику. Физия оказалась огромной лохматой медвежьей мордой. Родька с облегчением снова закрыл глаза. Приснится же такое. Все-таки верно говорят знающие люди, что мешать напитки не слишком полезно. Его ухватили за щиколотку и волоком потянули прочь из палатки. Это было уже слишком. Родька стряхнул остатки сна и попытался сесть. И увидел в нескольких сантиметрах от своего драного носка медвежью морду. Медведь с просонья показался просто огромным. Как гора какая-нибудь. Не Эверест, конечно, но что-нибудь вроде Казбека. Оказалось, что он притащил Родьку к дубу на краю поляны. Дуб был приметный, кряжестый. Вечером, уже порядком приняв, они смеха ради соревновались. Кто точнее попадет в ствол пустой бутылкой. Ой, кажется, осколок в филей воткнулся. Хотя при чем тут осколок? Да осколков ли Родьки? Медведь ведь рядом. Стоит себе под дубом и таращится, будто так и надо. «Добрый день», — брякнул Родька голосом простуженного попугая. Чего-нибудь более идиотского не мог придумать. Страх — великая сила. Он может в один момент сделать из человека безвольную ватную куклу, неспособную ни мыслить, ни действовать. И он же может превратить в атлета и героя потомственного трусоватого книжного червя. Эх, не было рядом олимпийского жюри с секундомерами. Новый рекорд зафиксировали бы. Отличный метод — выпускать на беговую дорожку медведя. Ух, как результаты бегунов улучшатся. Босиком точнее, в одних драных носках Родька летел по лесу, не разбирая дороги. Поваленные стволы. Какие мелочи. Ямы от них в 5 метров диаметром. Ерунда. Все же большая скорость — дело рискованное. Со всего маху, не вписавшись в очередной вираж, Родька впечатался лбом в сосну. Перед глазами закружились красивые искорки, и сквозь них он разглядел медведя с пустой бутылкой в передней лапе. «Родька! Одурел! Проснись!» Родька подскочил, не соображая, что и где. Он лежал в палатке, а над ним склонился Кирюха. Да, рожа у приятеля помятая, видать, и он перед водкой с пивом не стоек. «Кирюха, ты?» — выдохнул Родька, еще не веря самому себе. «А кого ты ждал? Коня в пальто? Или медведя из лесу?» — засмеялся приятель, но тут же сморщился и схватился за голову. Похмелье, оно шутить не любит. «Что за скандал ты устроил с утра пораньше? Орал как резаный и брыкался. Не подойти. Кошмар приснился. И как это ты исхитрился такую шишку на лбу набить?» «Ага, кошмар», — машинально подтвердил Родька и потрогал лоб. «Реально шишка. Огромная и даже немного смолистая. И филей подозрительно побаливает. Чёрт знает что». Однако пережитый ужас понемногу отпускал. Вслед за Кирюхой Родька макнулся в речушку. Полегчало. Следовало собираться, ибо до поселка, где ходит автобус, еще шагать и шагать. Он вытащил вещи из палатки и начал выдергивать колышки, когда его отвлекло странное бряканье. Оказалось, что это Кирюха с ловкостью бывалого нападающего подгоняет к дубу пустые жестяные банки из-под тушенки и паштета. «Чего ты их, Кир?» — поинтересовался Родька. «Да не тащить же их с собой». «Но пусть хоть кучей валяются», — беззаботно ответил Кирюха, подпинывая очередную жестянку. Показалось, или в кустах промелькнуло что-то большое, бурое, мохнатое. «Слушай, Кир, надо бы все же убрать как следует. Стекло, банки эти. Люди другие придут отдыхать, им неприятно будет, да и звери могут покалечиться», — неуверенно промямлил Родька.
Если ты полагаешь, что у нас слишком много времени, можешь собирать все это», — отмахнулся Кирюха. «А мне хотелось бы попасть на автобус и не скакать при этом по лесу бегом». Родька нашел большой пластиковый пакет и присел у дуба. «Ладно, я пошел, а ты тогда догоняй. Раз тебе принципиально, где это все валяться будет?» — бросил Кирилл, подхватил свой рюкзак и зашагал прочь. Мешок оказался заполнен наполовину. Родька постарался подобрать и стеклянные осколки, засыпать их в жестяные банки. Потом пришлось, позвякивая, почти бегом бежать, все же опоздать на автобус не хотелось. Но убежал он недалеко. Помешали истошные вопли, доносящиеся почему-то из Поднебесья. За очередным поворотом грунтовой дороги открылась картина маслом. Кирюха в непостижимой позе висел на ветке дерева и верещал, как целая стая сорок. А под деревом ходил туда-сюда и грозно порыкивал огромный бурый медведь. Родька прирос к месту. В таких ситуациях у людей часто все из рук валится, вот и с ним подобное случилось. Пакет с мусором с бряканьем плюхнулся на землю. Медведь глянул в его сторону, потянул носом, не спеша развернулся и утопал в кусты. А Родька сел на землю. Коленки не держали. «Это новомодная медитация?» — поинтересовались у него за спиной. Родька подпрыгнул и обернулся. На дороге стоял немолодой, но крепкий мужик с ружьем за спиной. «Да не скачи ты, как ужаленный парень! Лесник, я, Михаил Михайлович, обход тут у меня, за порядком слежу. Просто такой сцены, как вы тут изображаете, еще не видел». «Так медведь!» — пискнули на два голоса Родька и Кир с дерева. Михаил Михайлович внимательно их оглядел и покрутил выразительно пальцем у виска. «Классика, молодые люди. Надо меньше пить, надо меньше пить. Пить меньше надо. Какой медведь? Их тут, почитай, лет 100 как нету». Родька с Киром непонимающе переглянулись, а лесник усмехнулся. «Ладно, вам, небось, в поселок к автобусу надо. Так считайте, что повезло. Мне тоже туда. Я вас короткой тропкой проведу. Эй, верхолаз, сам слезешь. Или подсоблять придется». Подсоблять таки пришлось. Кир сам не знал, как сумел забраться на эдакую страсть. Но все же его благополучно стащили вниз. Отдышавшись, он взял свой рюкзак, а Родион подхватил пакет с мусором. Раздалось бряканье, и Михалыч обернулся. «О, додумались убрать за собой? Хвалю, а то последнее время повадились ездить сюда не люди, а просто поросята какие-то. Хуже даже. Ума не приложу, как у некоторых получается за день-два столько мусора произвести. Не столько прямыми обязанностями занимаешься, сколько за ними, крокодилами, прибираешь. А вы молодцы». Всю дорогу до поселка он добродушно болтал, рассказывая про свой лес, про нелегкую работу лесника, про различную живность, что наблюдает во время обходов. Михалыч видал в своих угодьях и зайцев, и лис, и барсуков, и даже 2 волков как-то раз встретил. Только медведей не видел, и божился, что и нету их здесь с незапамятных времен. Родька с Киром слушали и ничего не понимали. Они никогда об этом не говорили, но оба были уверены, что на подходе к поселку их провожатый как-то незаметно исчезнет. Но этого не произошло. Михаил Михайлович указал им направление к остановке автобуса, а сам свернул в переулок. Совершенно по-человечески. Что было дальше? А дальше случилось 2 вещи, и каждый может сам решать, какая из них важнее. Во-первых, Родька с Кириллом с тех пор ни разу по-настоящему не напивались и водку с пивом не мешали. Ну, примут рюмочку на празднике или бутылочку пивка в компании, а больше ни-ни. Отговариваются тем, что у них атипичная реакция на алкоголь. А во-вторых, оба записались на курсы инструкторов по туризму и уже довольно давно и успешно водят группы. И все говорят, что с ними очень интересно, но порядки строгие. Никаких колонок на всю мощность, никакого ора дикого, никаких костров, масштабам которых позавидует испанская инквизиция. И, конечно, никакого мусора на месте стоянки. Что можно? Сжечь, кострище залить, и чтоб ни у одной искры не было шансов пламенем возгореться. Остальное — с собой и по достижении цивилизованных мест в урну. Только так. Такие вот строгие инструкторы, Родион да Кирилл. Родион да Зеланая Танза Миаммамама.